Есть у нас пациентка Василиса. Ты чем занимаешься, скажи? Танцами. И расскажи, что с тобой случилось в декабре? Что случилось? Мы тянулись на шпагат. На шпагат? И так получилось, что я как-то, видимо, сильно потянула, и меня теперь болит нога. Вот здесь. А вы шпагат какой делали? Вот такой? Нет, мы уже на спине ноги поднимаем и... Ну, вот так лежите, разводите, и в момент ты потянула, и ощущение, что заболело? Ну, у меня на следующий день заболело. Ну в момент, когда тянула, боли не было. А было ощущение, что что-то хрустнуло? А что-то хрустнуло, помнишь, когда говорила? Такое ощущение, как будто что-то хрустнуло. Ну, да. Ощущение, что что-то хрустнуло. Боли не было, да? Не было не так, что сильно. Ну, может быть, даже частично там что-то там перерастянулось, и ты домой дошла нормально, а на следующий день заболела. И оно болит когда? При ходьбе? Нет, когда я поднимаю ногу, Отводишь. отвожу ногу в сторону И и вперед. вперед. И когда тянусь там. Появляется боль. Скажи, пожалуйста, а когда ты просто идешь, боли нет? То есть именно когда просто отводишь? Угу. И когда ты попрыгаешь, например, там на ножках, вот попрыгай. Все хорошо. Да. Вот так. И оно не проходит. Ну нет, не тоже болит. Когда я отвожу, меня больно, понимаете, высоко. Угу, хорошо. Ну, коллеги, тогда мы можем проверять здесь и дисфункцию связочную, ну, даже в первую очередь, и позиционные рецепторы. Скажи, пожалуйста, тогда, если ты сделаешь отведение сначала левой ножкой, отводи, пожалуйста. Все хорошо, да? Да. А теперь сделай, пожалуйста, отведение правой. Больно? Да. Ага, опускай. И скажи нам, твоя задача какая? Сказать, например, отводишь, не болит, заболела, выше, перестала болеть. Или вот под каким углом появляется боль? Вот уже. Появилась. Ага, хорошо, опускай. Стой. А если ты сделаешь вот сюда небольшое отведение, меньше? Не болит. То есть боль появляется под определенным углом. Хорошо. Под каким примерно? Покажи мне. Не, а ты старайся, ты можешь вот именно ровно, без вот такой? Вот здесь? Да. Ну, там сколько там, 30 градусов, 35, да? А теперь попробуем еще сделать. Ты ножку поднимаешь вперед, правую, и появится боль ровно. Вот здесь. Сейчас. Угу. Она появляется в том же самом месте? Да. В том же месте. В каком месте? Ну, вот тут. Вот здесь. Да. Тогда, знаешь, как сделаем? Давай смоделируем ситуацию. Ты просто лодочку положь сюда без давления и сделаешь подъем вперед. Поменяется что-то или нет? Опускай. Чего? Меньше боли. Меньше болит? Ну да. Уверена? Сейчас. Вот так? Такая же. Такая же? Такая же. Примерно такая же. Ну вот так. Угу. Тогда можно, в принципе, попробовать протестировать пациента сразу в позиции стоя. Если пациент не скажет вам про вот эту травматизацию, то вы будете смотреть и левую ножку, потому что пациент стоит на левой ноге. Здесь я, конечно, сделаю акцент именно вот на вот этом суставе. И я бы еще, знаете, как сделал? Вот дистальную часть бедренной кости, поскольку это тазобедренная, я бы прогладил. Помните, если это позиционный? Конечно, было бы хорошо здесь ТЛ поставить, но здесь отводи ножку в сторону. Опускай. Поменялось что-то? Ну, сейчас уже. Давай еще раз. Да. Меньше? Ну да, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, может быть, и не меньше. Просто один раз подняла так, другой так. Тогда я тестирую, смотрите, тестирую левую ножку. Я тебя просто буду придерживать. Давай, отводи немножко. Держи. Стой, дави. Не, держи так ножку. Держишь, дави мне сюда. Дави. Мышцы работают. Держи. Дави. Держи, пожалуйста. Дави.
Мышцы работают. Теперь то же самое тестирую в позиции под нагрузкой. Вот здесь дави. Мышцы работают. Дави. Мышцы не работают. Видно? Под каким-то углом, там, где пациент жалуется при отведении боль, там говорит о том, что мышцы у нее выключились. И, конечно, тогда можно протестировать ее в позиции лежа. Снимай обувь, ложись на спинку. Вот так, давай, вот так, удобно. Я тестирую сначала ножку, которая не болит. Движение по всей амплитуде. Отводи, пожалуйста, наружу, наружу. Раз. Не, вот так держи. Дави. 2. Дави, пожалуйста. Дави, дави, дави. 3. Дави, пожалуйста. Дави, дави, дави. Сильнее, сильнее. Ну, 4. Включается. Дальше. Я тестирую здесь. Дави, пожалуйста. Работает. Сейчас. Дави. Работает. Сейчас. Подожди, чуть-чуть. Не напрягай. Дави. Не работает. Видно? То есть вот здесь она уже отключилась. Дальше. Позиционно. Но у нее еще есть и движение флексии. Держи, пожалуйста. Дави. Мышца сильная. Дави, пожалуйста. Мышца сильная. Дави. Мышца сильная. Если вы смотрите спортсмена, дави, пожалуйста. Конечно, вот так ее нужно прямо обязаны проверить. Вот здесь нечего только ее проверять. Тебе удобно? Ага, давай. Я смотрю здесь. Мышца работает. Мышца работает. Мышца не работает. Не норма. Может быть, здесь нарушена именно и даже последовательность. Есть такой момент. Как промежуточно, вам пока подсказка. Вот если это нарушение позиционных рецепторов, вы, кстати, должны за это ответить, мы можем спровоцировать проводящий путь, когда она думает неосознанный, например. То же самое мы можем сделать отведение, когда она думает, например, о чем-то другом. Подумай, знаешь как, подумай о море просто. Думай постоянно о море, держи ножку, дави, 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 дави. Видно? Раз. А давай обуй кроссовочки или просто встань. Сейчас. Я попрошу, знаешь, как сделай? Давай смоделируем. Думай о чем-нибудь вообще, не о движении, просто вот думай там, например. И отводи ножку в этот момент, когда думаешь. До верха, до самого. Опускай. Не болит? Чуть-чуть. Ну, намного лучше? Ну да. Да? Видно? То есть это говорит о том, что высока вероятность, что это позиционный рецептор. Ложись, зайка. Это раз, подсказка вам. Конечно, еще очень убедительно, даже более убедительно, когда она коснулась, зайка, повернись, вот чуть-чуть, вот сюда наклон сделай. То есть я сейчас поменял, я добавил еще одну водную латерофлексию в позвоночнике, тогда она ничего здесь не делает, я просто тестирую в этой позиции, смотрю, нет ли изменения тонуса, поскольку поменялось что-то. Дави, пожалуйста. Гипотония, дави, пожалуйста. Гипотония, дави, гипотония. Теперь я прошу ее поставить ручку, вот сюда поставь, без давления, вот так, держи, вот без, вот сюда. На дистальную, то есть я намыщил к бедренной кости. Дави, пожалуйста. И все. Понятно? Это позиционный рецептор. Действительно, в какой-то момент, возможно, она растянула капсулу сустава. Либо, то есть пошел сигнал по проводящему пути, по осознанному. И почему, возможно, у нее боли нет во время ходьбы? Потому что она об этом не думает, и мышцы у нее сильные. Подумай еще раз о море. Дави. Дави, дави, дави. Дави, дави. Нет, еще раз думай. Нет. Еще раз. Дави. Мышца сильная. И то же самое, просто думай о ножке. Дави. Раз. Она коснулась, то есть она меняет знак нервной системы. Дави, пожалуйста. Дави, дави, дави. Еще раз дави. Это позиционный рецептор.
И в этом случае, может быть, здесь есть какой-то еще ноцицептор, потому что она получила, ну, то есть почувствовала боль. Но если, например, здесь есть позиционный рецептор, тогда я держу, держи, пожалуйста, дави. Раз, дави. Два, дави. Три. И ничего не меняется. Дави. Держи, 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 держи. Вот так, ну, опускай, опускай, опускай. Держи. Дави, дави. А, кстати, здесь мы можем же ставить ТЛ на вертел, как мы вчера делали. Отводи ножку. Еще раз отводи. Поставь ручку вот сюда, вот сюда, вот сюда. Дави. Дави. Так сильно? Лечение. Вы выводите, кстати, тут может быть две позиции, вот здесь. Вы выводите ножку в позицию дисфункции, находите, например, вторичную дисфункцию, раз, либо ТС-линию, здесь два. Как можно еще сделать? Я сейчас выведу ее в позицию растяжения связки, держи ножку так, переведу ее в базовое состояние, для того, чтобы ушли вторичные виртуальные. Дай, пожалуйста. Она сильная. Я теперь буду проглаживать. Там, где я попаду на вторичную основную, в этом тесте появится гипотония. Да? Дай, пожалуйста. Я проглаживаю, например, вот здесь у нее заболело. Дай, пожалуйста. Нет. Вот здесь проглаживаю. Это может быть дистальный сустав, помните? Вторичный. Дай, пожалуйста. Я проглаживаю здесь. Дай, пожалуйста. Дай, дай. Я проглаживаю вот здесь. Дай. Сейчас, подожди. Дай. Ага. Я проглаживаю здесь. Я проглаживаю здесь. Я проглаживаю здесь. Дай, пожалуйста. Нет. Я проглаживаю здесь. Дави, пожалуйста. Видно? То есть это голеностоп. Тогда я проглаживаю здесь. Дави, пожалуйста. Я проглаживаю здесь. Правильно? Тогда что я могу сделать? Поставь, придави вот здесь вот. У меня есть индикаторная мышца. Держи, пожалуйста. Дави. Я беру, придавливаю еще гольджи, дисфункцию, дави. 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 Или просто возьму вот так, растяну. Видно? Раз. Убирай. Я проверяю на первичность. Раз, два. Она вторичная. Я вывожу в позицию. Придави, пожалуйста. Держи. Вывожу в позицию дисфункции, растянул гольдж здесь, связочку. Я растягиваю здесь, дави. И лечение. Убирай руку. Если вы не нашли, ну даже вот так лучше не вводить. Раз, держи ножку. С этой позиции. Если вы все правильно нашли, значит лечение прошло. Да, это всегда гольджи-гольджи, это позиционный рецептор. Если не нашли голеностоп, используйте ТС-линию. Дави, пожалуйста, наружу. Держи, пожалуйста. Дави, пожалуйста. Держи, 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 держи. Держи вот так. Дави наружу. Не понял? Еще раз. Сейчас. Еще она думает. Сейчас, держи. И думай о суставе. То есть она как бы обязательно, это опция, да. Это характерно для позиционных рецепторов. Потому что если она будет о чем-то другом думать, ее сигнал пойдет через спинномозжечковый тракт. Если он вне дисфункции, будет отсутствовать результат. Дай, пожалуйста. Держи, держи. Дави ножкой наружу. Дави. Держи, пожалуйста. Дави. Не пойму. Держи. Дави. Дави. Еще раз дави.
Дави. Дави. Сейчас возьму вот так. Сейчас зайка. Угу. Держи. Дави, пожалуйста. Дави. Держи. Дави, пожалуйста. Дави наружу. Еще дави. Еще дави. Дави. Ага, дави. Не одинаково. Дави. Мышца сильнее стала? По ощущениям. Да? Дави, пожалуйста. Я здесь посмотрю, ушла ли эта дисфункция. Дави, пожалуйста. Дави. Угу. Дави, пожалуйста. Держи ножку. Дави вверх, пожалуйста. Сама ножку поднимай, опускай. Дави. А встань еще раз, делай ножкой движение. Помялось что-то? Обязательно проверяйте внутрисуставные и опускай. Не смотри, просто вот так же делай, несколько раз делай. Раз. Угу. И тут надо категорию таза тоже смотреть. Что-то поменялось, Василис? Где болит? Угу. Она также болит? Или боль поменялась, по-другому болит? Мне кажется, поменялась. Поменялась? Мне кажется, да. Ну, а в чем она? Она меньше стала или она стала по характеру другая? Или место ее ушло другое? Наверное, меньше стало. Меньше? Кажется. Хорошо. А сделай движение вперед ножкой. Вот так. И опускай. Несколько раз делай. Угу. Так же или что-то поменялось? Вперед так же. Вперед так же. А в сторону? В сторону меньше болит. Меньше болит? А ложись, пожалуйста, на спинку. Угу. Поднимай ножку вверх, опускай. УТЛ. Дави. Угу. Чуть-чуть. Дави. И еще раз ножку вверх, опускай. Дави. Дави. Да, это тоже может быть позиционный. Поставь сюда ручку, не без давления, просто поставь. Держи, дави. Да, это тоже позиционный, только при таком движении. Держи, пожалуйста, дави. Я сразу возьму ТС-линию. Дави. Думаю, немножко. Дави. Сейчас, зайка, терпите, зайка. Дави. Рядышком. Здесь больно? Дави. Вот. Думаю, ножки. Угу. Опускай. Угу. Поднимай ножку сама. Вверх. Угу. И обратно. Держи. Дави. Держи. Дави вверх. Раз. Дави. Два. Дави. Она держит. Вот это движение. Дави наружу, пожалуйста. Угу. Дави, пожалуйста. Она встала, на ножку подвигала, у нее мышца довключилась. У нее было сомнение, когда первый раз тестировал. Тогда, конечно, сможешь показать движение, каким ты растянула? Леша, покажи. Да. Тогда, смотрите, особенно если сверху кто-то давил, например, обязательно нужно смотреть внутренние боковые связки и смотреть связки лунного сочленения. И, что важно, смотрите, почему у нее сразу дисфункция двух рецепторов возникла. Флексия и отведение, да?
Тут же, если бы вот так было, возможно, у него было бы только дисфункция в одном движении. У него было сочетанное движение, флексия и отведение. Далее, обязательно лунное сочленение, мышца ассоциированная, категория таза 2-3. Согни, пожалуйста. Вот так мышца сильная, вот так, если она будет гипотонична. Одна из причин лунное сочленение. Дави, пожалуйста. Мышца сильная, дави, пожалуйста. Либо вы берете, ставите УТЛ, придави здесь. И небольшое давление на область лунного сочленения. Я придавил, дави, пожалуйста. Мышца сильная, там дисфункции нет. И мышца нормотонична. И, конечно, я бы посмотрел, мы сейчас посмотрим, вот то движение, которое она сделала. Василий, держи, пожалуйста, так. Я сейчас попрошу по команде, я ставлю УТЛ. Сделай, пожалуйста, движение. Вот так и держи так. Держи, дави. Норма. Угу. Дави. Скажи, пожалуйста, сейчас ты сделала движение, что-то поменялось? Вот сейчас, по ощущениям. Или у тебя не было проблем, когда ты делала такое движение? До этого? Да. Ну, у тебя возникала боль, когда ты делала ножку вперед и в сторону. А когда ты воспроизводила вот это движение, из-за которого возникла проблема? Да, было такое. Было. А сейчас? И сейчас было тоже. Сейчас было. Еще раз делай. Еще раз. Ага. И обратно. Так же было? Сейчас нет. Сейчас нет. Нет, а когда до этого было больно. Ага, ну сделай несколько раз. Посмотри, боль. Ну, что-то поменялось по ощущениям? Давай, несколько раз делай. Угу. И обратно. Ушла боль? Не болит или есть боль? Есть боль. Есть боль. Такая же? Да, когда развожу ноги. Такая же? Угу. В каком месте боль? Вот здесь. Расслабь. Придави сухожилие, пожалуйста. Вот это место. Дави, пожалуйста. Дави. 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 То есть я раздражаю сейчас голь же. Здесь. Дави. Дави. Дисфункции нет. Каким образом можно понять, какой рецептор, если он здесь? Я здесь придавлю. Зайка, ты сейчас быстренько сделаешь движение и скажешь, боль меньше будет или нет. Делай движение. И обратно. Меньше. Прям меньше. Ну, да. Да. То есть я придавил. Возможно, здесь есть болевой рецептор. Держи здесь. А в момент отведения почувствовал здесь боль. Да? Давайте я немножко постучу здесь вот так. Дави. Раз. Грубое касание. Дави, дави. Два. И я могу немножечко здесь, ну так, кольнуть. Хорошо? Здесь. Где-то вот здесь болит. О. Видно, какая реакция? Дави. Там дисфункция рецептора острой боли. Чуть-чуть. Все, Зайка, все, не буду. Ты не расстраиваешься? Нет? Молодец. Дави, пожалуйста. Дави. Дави. Нео и палео в паре. Дави. 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 Еще раз. Дави. Дави. Угу. Дави. Дави. Зайка, давай чуть-чуть. Все. Дави. Угу. Дави. 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 Делай движение.
И обратно несколько раз. Если есть отек связок, то боль может сразу не уйти. Иногда она может уйти через 3 дня. Основное, что вы должны сделать, это включить мышцы, чтобы они по определению работали. Как ощущение? Еще раз, чуть-чуть болит? Да, ну, да. Ну, хорошо, если болело на 10 баллов, сейчас насколько болит? 5. В половину стало легче. Держи, пожалуйста. Держи, держи. Дави. Дави, дави. 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 Видно? Да. Дави, пожалуйста. Ну, здесь мышца включается. Дави, пожалуйста. Дави, дави. Отведение. Дави наружу. Раз. Вот так, ножку не поворачивай. Дави, пожалуйста. Держи, держи. Дави. Еще раз. Дави, пожалуйста. Дави, пожалуйста. Держи, пожалуйста, вот так. Держи, держи. Дави. Дави на мне в руку. Мышца работает. А чуть ниже опускай. Если будет дискомфорт, скажешь. Дави, пожалуйста. Мышца работает. Чуть ниже. Дави, пожалуйста. Дави, дави, дави. Мышцы работают. То есть у нее под всей амплитудой мышцы работают. А встань стоя, пожалуйста, сделай движение. Вперед и назад. Вперед. Угу. Сделай раза 3 и скажи нам, что поменялось при движении вперед. Угу. Как ощущение? Чуть меньше стало. Чуть меньше или так же болит? Совсем чуть-чуть или ощутимо? Ну, так же ощутимо, но чуть-чуть, совсем чуть-чуть меньше. А в сторону отводи. В сторону болит. В сторону болит? Сторону получше. Примерно так же? Ну, вот как вот это было. Хорошо. Стой, пожалуйста. Держи вот так ножку. Я тебя... Ну, держись, держись за меня. Держись. Дай, пожалуйста. Держи, 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 держи. Дай, пожалуйста. Держи, пожалуйста. Дай. Дай, дай. Дай. Мышца работает. Держись. Дай, пожалуйста. Мышца работает. Скажи, пожалуйста, а иди, держись за стол, хорошо, и отводи ногу в сторону. Так, легче? И опускай. Еще раз. Вот так, и давай не держись. Лучше, когда держаться, да? Да. А когда держишься, вообще не болит? Ну, когда я держусь, меньше болит, чем... Насколько меньше? Ну, на немножко? Да. Хорошо. А что сделать, чтобы совсем не болело? Что нужно сделать? Например, смотри, стой, пожалуйста. Вот так ножку согни и сделай вот ножку так. Так, меньше или так же? Не болит. Не болит. Прям совсем не болит. Не болит. Вот так не болит. А ровная ножка отводи. Так больно. А так больно. Нет, ну, а вот так еще раз сделай. Так лучше? Да. Хорошо. А тогда сделай вот так движение прямой ногой несколько раз. Раз, два. А теперь сделай вот так. Вот так, где и больно. Где? Вот тут. Когда ты так делаешь? Ну, когда там, где вот тут больно, а когда прямая, то меньше болит. Ну, в 2 раза меньше, наверное, болит. Когда прямая. А так хуже. А так лучше. Да. Хорошо. А вот так? Так не болит. Так нет. А прямая чуть-чуть. Ну, чуть-чуть болит. Ну да.
Ну, если, смотри, Василис, если мы сейчас сравним, вот у тебя как было, и сейчас вот ты отводишь, оно осталось совсем чуть-чуть, или все-таки это много? Расскажи. Ну, скажем, вот до этого ты пришла, тебя сильно это беспокоило, да? Сейчас это тебя насколько беспокоит? В половину меньше, там, на 70%, на 80%, на 10%. Насколько стало меньше? Сейчас 50. То есть осталось процентов 50-60? Мало осталось? Замучили мы тебя расспросами. А когда ножку сгибаешь, его совсем не болит? Мне легче тянет. Легче. Может быть, просто она тягу уменьшила, ну, за счет того, что меньше тянет. Ну, ложись на спинку еще раз. Ложись. Тогда что еще проверю? Я проверю вот это. Раз. Держи, пожалуйста. Дави. Потому что проблема могла возникнуть на фоне дисфункции, которая была до этого. Еще раз. Я беру ассоциированные мышцы и беру... Дави, пожалуйста. Мышца работает. Дави, пожалуйста. Мышца работает. И я бы еще, знаете, как сделал? Держи, пожалуйста, зайка. Сейчас чуть-чуть помочь у тебя. Сейчас. Вот так. Дави, пожалуйста. Держи. Дави. Согни ножку. Согни. Дави, пожалуйста. Есть еще круглая связка. Раз. Как она стрессируется. Держи, пожалуйста. Дави. Раз. Дави. Угу. Ты держи, да? Не, держи. Иногда пациент отпускает. Не придавливай. Держи, пожалуйста, язык. Дави. Не больно тебе? Не больно? Ну, вот так больно. Больно. Где? Здесь. Ага. Держи там, пожалуйста. Где? Вот смотри. Сейчас. Держи. Подожди, подожди. Дави. 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 Все норма. Дави. Вот. Дави. Вот здесь не норма. Все. Здесь терпимо? Не сильно? Держи, пожалуйста. Дави. Дави. Сейчас. Дави. Двойной стимул. Раз, два. Дави. 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 Угу. Дави. И колено, когда она сгибает, ей легче. Может быть, вот здесь. Дави. Дави. Она усиливает вторично. Зайка, потерпи. Дави. Дави. Двойной стимул. Держи, дави. Дави. Поворачивайся на живот. И смотрите тогда заднюю поверхность. Две категории таза. Ассоциированные икроножные мышцы. Первая, третья. Дави, пожалуйста. Дави. Мышца сильная. Дави, пожалуйста. Мышца сильная. Смотрите, ягодичная. Вот так головочку клади. Не, вот так. Дави, пожалуйста. Мышца сильная. Ну, все ассоциировано. Дави, пожалуйста. Дави. Мышца сильная. Хамстринги. Держись. Дави. Мышца сильная. Дави. Мышца сильная. Держи так. Дави мне сюда в ручку. Вот так. Не, вот так, подождите. Вот так. Вот сюда в руку дави. Дави еще раз. И вот эту ножку. Вот сюда же. Вот в руку мне сюда. Дави. Еще раз дави. Дави. Ляг на спинку.
Согни. Так. Ножку вот сюда. Хорошо? Тяни, пожалуйста. Не, смотри. Вот такое движение сделай. Вот так сделай. Туда. Вот так. Тяни. Еще раз тяни. Вот эта ножка. Дави. Еще раз дави. Еще раз. Дави. Грушевидная с одной стороны гипотоничная. Что может быть? Дави. Либо вообще коленный сустав, связка. Дави, пожалуйста. Дави. Видно? То есть у нее связка растянута. Тогда у нее и аддукторы будут слабые здесь. Дави, пожалуйста, вовнутрь. Видно? Дави вот этой ножкой внутрь. Здесь сила. И вот так, кстати, связки расслабляются коленные, внутренние боковые. Держи, пожалуйста. Держи так. Все, мы сейчас заканчиваем. Я стрессирую внутренние боковые. Дави. И когда она отводит, у нее в этот момент, почему травма получилась, у нее аддукторы выключаются. Раз. Может быть, это было задолго до этого, но это мешает ей в занятиях. Конечно, это вторичное. Еще раз. Дави. Она вторичная. Дави. Дави, дави. Тогда я проглаживаю еще зоны, смотрю, что ее усилит. Если я попаду на первичную, то ей станет легче. Может быть, это паховая. Дави. Железно. Скорее всего, она вот еще, ну, соответственно, все связки при такой травме, все связки таза и категории вы тоже проверяйте. Двойной стимул первичный. Дави, пожалуйста. Одинарный стимул вторичный, основной. Дави. Это тоже лечите. Лечение. Аддукторы. Дави. Сила. Грушевидная мышца. Дави, пожалуйста. Дави, дави. Еще раз дави. Да. Делай движение. Угу. И обратно. Несколько раз. Что-то поменялось? Было больнее делать. Сейчас меньше больно, да? И сейчас видно, что она, когда делает, она делает следующее движение. Вы заметили, в крайних точках она как бы вот это. Ну да, это важно. И вставай, пожалуйста, и сделай, можно не держаться за стол, сделай движение ножка вперед и обратно. Давай. Вперед и в сторону. Лучше? Да? Она не разворачивается перед собой. Ага. Ну, лучше тебе, зайка? По сути, садись, пожалуйста. По сути, а ты можешь подвигаться ножкой, чтобы мы тебя еще проверили, чтобы спокойно отпустили? Можно поприседать, попрыгать на нее, пострессировать. Угу. По сути, поскольку есть определенно, человек сказал, что у него проблема возникла, даже движение показал, и сустав. Конечно, все, что ассоциировано со связками, и круглую связку вы проверяете, она не отреагировала. Связки, ну тут сам Бог велел, и паховую связку. Что-то как-то мы выпустили ее из вида. Это все вы проверяете. Теперь сделай движение ножка вперед и ножка в сторону. Выше, 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 выше. Вот. Лучше? Да, ничего. Ну вот. Я раньше вот так было не понимать, а сейчас вот такое. Да, да. Очень важно, смотрите, ложись на спинку. Очень важно, когда вам человек скажет, что у него также болит, но если болело вот здесь, а теперь он сделал вот так, как и раньше не делал, и там заболело, это говорит о том, что это хорошо. Двойной стимул. Раз, два. Дави, пожалуйста. Сила. Аддуктор. Дави.
Дави. Отводи ножку. Это УТЛ. Дави. Ножку максимально вверх и обратно. Дави. То же самое можно добавить колено, делать движение. Но тут движение у вас и тазобедренное. Вы сначала одно проверьте, дави, пожалуйста. И движение по всей амплитуде. Дави, пожалуйста. Дави, пожалуйста. Дави, дави, дави. Держи. Дави ножку. Угу. Дави, пожалуйста. Сейчас еще раз. Дави, пожалуйста. Дави, пожалуйста. Еще раз дави. Держи. Дави, пожалуйста. Раз. Дави, пожалуйста. Дави, дави. 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 Ну, вроде ощущение, что мышца сильнее стала в тесте. Непонятно. Держи, пожалуйста. Держи. Дави. Дави. Ну, по тесту дави, пожалуйста. Мышца сильная. Встань еще раз, делай движение ножкой. Ножкой вперед. И вперед и в сторону. Вот так. А когда это? Ну, до Нового года. Так лучше? Да? Уверена? Или уже надоели, отстаньте, я пошла домой. Ложись еще раз на спинку и ножки вот так разведи. И последнее движение, мы тебя отпустим. Лучше? Наталья, нужно будет посмотреть, как будет. Если что, будет дискомфорт, тогда встретимся, посмотрим. Да, хорошо, Василиса? Мы тебя не обидели? Мы старались. Да? Ты не расстроена за это? Все, все хорошо. Все, это просто внимания много было. И теперь одевай.